Как быстро и просто покрасить большую поверхность. Вот смотрите, вот я покрасила, в принципе, это буквально за один проход. Немножко не досохло. Ну, в общем, вот у нас такой получается эффект морилки. Вот, что нам нужно? Естественно, столик какой-то. У меня обычная эмаль, универсальная, матовая, люксенс. Вот такая. Я тут приготовила воду. Я уже красила, поэтому ведерко у меня такое грязное. И тут краска у меня. Так, теперь что мы делаем? Обязательно застилаем тряпкой. Нам надо так, чтобы это лишнюю краску впитывала. Какая-нибудь ткань. У меня хбшная тоже. Уже достаточно большую площадь перекрасила. Обязательно перчатки. Я в перчатках. Видите, какая красивая. Так. Итак. Берем, вот у меня уже маленькие фанерки остались, а были совсем большие. Вот, обязательно нам нужна губка. Ну, что мы сейчас делаем? Все. Сначала с одной стороны. Вот краска, вот вода. Сначала макаю кусочек губки и прохожу краешек. Стараюсь не залазить на ту сторону. Торец прохожу. Ну, если вам, конечно, надо торец закрывать. Если нет, то нет. Вот, и прохожу по всему периметру. Сейчас первый раз вам покажу, потом краску уберу. Вот, и что мы делаем? Беру губку, макаю сначала воду. Так, нормально, хорошо макаю. Но это надо, смотря за интенсивностью. Я, допустим, делаю как морилка. И потом макаю в краску. И все. И втираю, получается, это в слой. Главное сделать это сразу. Потому что иначе потом может быть полосами. Вот таким образом. Чем хороший метод еще? Он получается, краска у нас жидкая, проходит во все трещинки. Так, я вот это уберу, буду макать. Так. Вот. И хорошо растираем, чтобы у нас не было разводов. Все, одна сторона готова. Теперь складочки выравниваем, иначе тут же вторую сторону опять макаем в воду и макаем в краску. И то же самое растираем. Чем больше воды, тем получается менее интенсивность прокраса у вас получится. Тем меньше краски уйдет. Если чуть не хватает здесь, да, допустим, опять чуть макнули в воду и чуть макнули в краску. Все. Затираем. Если не устраивает, можно таким же образом пройтись на 2 раза. Вот. Единственное, что если какой-то клей или шпатлевка, то есть, ну, это будет наружу. У меня как бы это сейчас не сильно волнует. Поэтому вот, ну за сколько? За минуту-полторы, да, 2 стороны. 70, да, ой, сколько тут, 40 на 50. Все. Вот, если вы боитесь, что там с этой стороны, все нормально. Можно, допустим, если вдруг что-то увидели, не понравилось, раз, чуть затерли. Только сразу. Все. Вот как получается на выходе. Не знаю, может, камера немножко отсвечивает, но достаточно ровно, это хорошая поверхность.
Вот, показываю вблизи. Процесс, может быть, не сильно выглядит, не сильно эстетично, но зато, Дешево, надежно и практично. да, дешево, надежно и практично. А в чем еще преимущество данного метода? Конечно, он подходит только для деревянных, да, то есть те поверхности, которые впитывают краску, и только акриловую краску, которая разводится водой. А еще момент, смотрите, если вы возьмете в магазине краску акриловую, то это будет обычная эмульсионка. Нужно взять акриловую эмаль. Именно эмаль это и будет та краска. Краска, которую можно просто покрыть абсолютно все. То есть действие как обычной алкидной, да, эмали. Вот. То есть ее можно заколеровать любым цветом, это будет полноценная морилка. Вы можете заморить дерево любым, по сути, цветом. И это не будет той морилкой, которая просто смывается водой, да. Если ее не залакировать, то есть морилка, она просто смывается водой. Или может еще мигрировать через слои, да, то есть какие-то пятна вылезать после морилки. То есть это будет полноценный слой краски, который не слезет от воды и будет, ну, долго служить, так сказать. Конечно, ваше право покрыть лаком, то есть это у меня матовая именно эмаль. Можно, конечно, взять глянцевую, немножко будет глянец оставаться. Вот, еще знаю, очень классный, хороший способ, как заморить, да, дерево не морилкой. Можно заморить тоже любым цветом, и этот способ я придумала сама, поэтому, кому интересно, подписывайтесь, обязательно буду рассказывать. И если была полезна, я очень рада. Ну все, до свидания, всего хорошего.